Здравствуйте! Сегодня мы будем танцевать по главному проекту страны «Танцуем дома». Но танец будет необычный. Это будет цигун-танец. И танец пантомимы, состоящий из движения природы. А помним, что движение природы наполнено энергией. Она главное чудодейственное лекарство. Образом будет большая белая птица. Мы выберем белого журавля. Он был древним символом здоровья, красоты, долголетия на Востоке, и на нем летали боги и небожители. А каждый образ дарит нам свои свойства и качества. И поэтому вот такие качества мы будем перенимать. Не думайте, что вы делаете. Побудьте большой белой птицей, и образ больших крыльев останется с вами, чтобы не так скучно было сидеть дома, а вот крылья нас несли куда-то к небу, к солнцу, полет фантазии был. И главные наши движения будут это крыльев, больших крыльев. А мы укрепим руки, меридианы рук, верхнюю часть тела, кровообращение головы. А здесь проходит меридиан легких, мы укрепим легкие. Меридиан сердца, мы укрепим сердце. И тонкие толстые кишечник на этой руке также. И расправим грудь. От сидения она тоже скукожит, чтобы больше энергии к сердцу, к легким пришло. Но для гармонии мы будем укреплять и низ. А вот здесь центр силы внизу живота. Мы будем восстанавливать силы, кровообращение ног, что очень важно. И когда мы будем ставить ножку на пяточку, то мы будем стимулировать самый длинный наружный путь мочевого пузыря, чтобы ушли отеки, чтобы не было лишней воды в теле, улучшилось кровообращение ног, кровообращение головы. А у низа животика наши действия тоже помогут восстановлению силы, укрепить нижнюю часть тела, что тоже очень важно. И будет такое важное движение, мы должны понимать, что мы делаем, как мы себе помогаем. Энергия следует за мыслью большого небесного круга. Энергия движется по кругу. И есть круг увядающий, что очень плохо, и часто люди находятся на этом круге, особенно при недомоганиях. А расцветающий круг не всегда движется у людей, поэтому давайте побудем вместе с весной на расцветающем круге, чтобы расцветали ваши силы, возможности, которыми нас природа щедро наделила. И вот он так, мысленно от пяточек мы поднимаем энергию, можно встать на цыпочки. Поднимаем вверх и медленно руки опускаем по передней поверхности тела. И лотосы расцветают у лица, у центра груди и у низа живота. И вот эти вот движения с нажимом, когда мы делаем, мы направляем энергию в центр силы, и улучшается кровообращение ног, стопы теплеют. Это очень важно. Старение начинается с ног, или береги у дерева корень, у человека ноги. Поэтому старость не только недомогание, но старость обязательно уйдет, сила восстановится, легкие окрепнут. И настраиваемся на эту большую птицу и четверостишие. В темноту уходит за годом год, но того, что ушло, не жаль. Я смотрю, как крылья, встречая восход, расправляет белый журавль. Он летит в лазуре над белой горой, над извивами синих рек, где пурпурные листья осенней порой, а зимою покой и снег. Но туда приду я, какой тропой, где там мой приют и ночлег. Начинаем. Всего 5 движений. Делаем, как вам посильно. Не торопимся. И мы в образе большой белой птицы. Еще я добавлю, укрепится весь позвоночник. И небольшие растяжечки будут. Все делаем плавно, спокойно, дышим естественно. Цигун категорически против насильственных мер, насильственного дыхания. Это естественная система. Сначала мы укрепляем все органы, которые связаны с дыханием и с легкими. А напомню, легкие – это шатер, он связан со многими органами.
над всеми органами. И поэтому потихонечку из занятия в занятие дыхание крепнет. И естественно вдохи-выдохи будут длиннее. И дыхание — это наш внутренний ритм. А ритм в природе меняет день и ночь. И насиловать его нельзя. И натужно дышать нельзя. И еще мы можем обесточить сердце. Поэтому дышится, как дышится. Взлетаем. Взмахи крыльев. Большие белые крылья. Кисти теплеют, головка успокаивается. Протягиваем руки вперед и возьмем утреннее нежгучее солнце. И укрепим центр груди, легкие, сердце и душевные силы. Это огонь. Энергия огня в этом центре живет. Взлетаем вот так, расправляем крылья. Обнимаем себя за плечи. Этот жест укрепляет плечевые суставы, успокаивает. И сейчас мы перейдем к большому небесному кругу, который очень важен для здоровья, молодости и долголетия. Омываем себя энергией внутри и снаружи. А теперь направляем энергию в ноги. Ножки теплеют. Не забываем, что руки крылья. И побудьте прекрасной белой птицей. Белый цвет соответствует энергии легких. Вот такие пристукивания тоже массаж стоп и улучшение кровообращения ног. Меняем руки всегда у низа живота, перекрещивая. Боковые наклоны. Постоим на одной ноге, это очень полезно, кто неустойчив, кто часто падает. Улучшится кровообращение головы, и поэтому очень полезно постоять на одной ноге. Это относится к упражнениям молодости и долголетия. Скручиваем крылья. Расправляем грудку навстречу солнцу. Движение можно делать сколько вам хочется. Если какое-то понравилось, то можете продолжать. И выполнив весь танец, он небольшой, можно повторить, если есть время и желание. Закончить можно так, поместив ладони, наложенные одна на другую, на центр силы. Чтобы энергия сюда отправилась на хранение, мы перешли с состояния занятий цигун к обычному повседневному.
Вот такая замечательная была с нами птица. Я привезла этот танец из Китая. Как-то поздно вечером я прогуливалась по улочкам Лаяни. Было тепло. Темно, тепло, и вдруг услышала музыку, подошла, а там танцевали вот этот танец. Съемка была некачественная, потому что очень было темно. Мне трудно было расшифровать этот танец, понять, но сидение дома освободило время, и вот этот танец наконец ожил. И посылаю его вам, и мы, давайте традиционно, к вам ручки приходят ваши идеальные легкие. И всем крепкого здоровья аккуратно помещаем. Не болеем, не стареем. Живем долго, без болезней и старости. До встречи. Здравствуйте. Приглашаю всех изучить новый цигун-танец. Называется он «Танец Мадам Ли». Это удивительная китаянка, с которой я познакомилась в Гонконге, и она стала героиней моей последней книги. Сидим дома, но воображение поможет попасть в этот удивительный мир цигун, который находится между небом и землей, с восходящими лучами солнца, и в поток энергии войти, потому что энергия — это сердце цигун. Это все, что существует на Земле, не существует без энергии. И, может быть, у меня есть недостатки в моих видео. Я впервые их делаю, не дружу с интернетом, но в них есть энергия. И мы вместе с вами входим в поток энергии, чему меня научили китайские мастера. Я не уверена, что есть еще какие-то видео, которые дают возможность побыть в потоке энергии. Мы в этом танце укрепим тело, укрепим свой иммунитет, очистим его, укрепим позвоночник, укрепим все органы, энергетическую систему, восстановим силы, успокоимся, никакие болезни нам будут не страшны. Покой, расслабление. И мы будем делать такие движения, я еще бы назвала это танец «Почувствуй энергию». Вот так кладем ладони, часто мы будем делать эти движения и захватываем энергию. И отдаем. Когда мы положили ладони, обязательно почувствуйте, мы не видим энергию. Под ладонями тепло, прохладу, легкость, упругость. И вот это берем. Легко сжимаем кулаки, отдаем. Это одно из главных движений в развитии силы. Не отдав, не возьмете, не выдохнув, не вдохнем. И чем больше отдаем, тем больше берем. Успокоились. Стоим на земле, макушечка в небе. Расслабили тело и начинаем. Двигаемся плавно, ощущаем этот поток энергии, чтобы не нарушить его тонкие движения, которые пронизывают и питают тело. Расставляем руки, расширяем грудку, расправляем, чтобы сердце к легким шла энергия. Я стараюсь сделать небольшое количество, можете увеличить 3, 5, 7 раз. Боевое движение, но в очень мягком стиле. А сейчас мы черпаем свежую энергию, подносим его к лицу, проливаем в лицо и мысленно представляем, что энергия потекла по передней поверхности тела вниз. Это важно, это обязательно. Теплые стенки гладим, чтобы мы не перегрузили голову. Какая энергия? Конечно, сейчас у нас весенняя. Она зеленого цвета. Но вы можете представить любую энергию места,
энергию того сезона, который за окном, любую. Собирайте ту энергию, которую вам хочется. Луны, Солнца, Венеры. Проливание энергии в лицо разглаживает морщинки, потекла вниз, и включается расцветающий круг энергии, на котором расцветают ваши силы, настроение, здоровье. Расцветающий круг энергии очень важен. Теплые стенки. Параллельно полу головой не наклоняемся вниз. Последний раз мы делаем. Скручиваем спинку и снова собираем энергию в ладони. Ощутили энергию, берем. Тянемся к небу и к земле. Берем локоточки, чуть-чуть сгибаем. Теплую стенку, когда опускаем руки, поглаживаем. А теперь укрепляем низ, укрепив вверх. И в коленочку энергию в ноги направляем. Берем, отдаем. Берем, отдаем. А сейчас мы укрепим силы и чашу энергию на себя выльем. У центра силы ладошечки прикладываем, сзади на пояснице потянули пружинку, сжали, положили, потянули, сжали. И наполняем чашу той энергией, с которой занимаемся, зеленым цветом. Вот она наполнилась. И мы выливаем эту чашу, невидимую чашу энергии на себя с небольшим наклоном до локотков. Омываем тело, приложили ладони, потянули. Восстанавливаются силы, укрепляется поясница, низ живота, ноги. Омываем себя. Это очень богатое упражнение, движение. Разравниваем все потоки энергии, омываем себя новой. И вот это очень богатое движение, оно часто присутствует в цигун тайчи танцах. А теперь энергию неба и земли. Потянули и зачерпнули энергию земли, такой восьмеркой энергию неба.
И укрепляем энергию огня и воды. Огонь — это центр груди, душевные силы. Энергия воды — это будет не животик, и мы вот так укрепим с вами. Опустим руки, большую чашу внизу нарисуем, чтобы она не закрылась, и всю энергию туда отправим на хранение. Можно сделать 2 раза, будет достаточно. Это будет и завершающим движением. Этот удивительный танец мы снимали в художественном фильме, в одном из эпизодов. Я надеюсь, что все хорошее настроение, все набрались сил, все справимся с трудностями, здоровья, сил, хорошего настроения. До встречи! Здравствуйте! Приглашаю всех изучить новый цигун-танец. Называется он «Танец Мадам Ли». Это удивительная китаянка, с которой я познакомилась в Гонконге, и она стала героиней моей последней книги. Сидим дома, но воображение поможет попасть в этот удивительный мир цигун, который находится между небом и землей, с восходящими лучами солнца, и в поток энергии войти, потому что энергия — это сердце цигун. Это все, что существует на Земле, не существует без энергии. И, может быть, у меня есть недостатки в моих видео. Я впервые их делаю, не дружу с интернетом, но в них есть энергия. И мы вместе с вами входим в поток энергии, чему меня научили китайские мастера. Я не уверена, что есть еще какие-то видео, которые дают возможность побыть в потоке энергии. Мы в этом танце укрепим тело, укрепим свой иммунитет, очистим его, укрепим позвоночник, укрепим все органы, энергетическую систему, восстановим силы, успокоимся, никакие болезни нам будут не страшны. Покой, расслабление. И мы будем делать такие движения, я еще бы назвала это танец «Почувствуй энергию». Вот так кладем ладони, часто мы будем делать эти движения и захватываем энергию. И отдаем. Когда мы положили ладони, обязательно почувствуйте, мы не видим энергию. Под ладонями тепло, прохладу, легкость, упругость. И вот это берем. Легко сжимаем кулаки, отдаем. Это одно из главных движений в развитии силы. Не отдав, не возьмете, не выдохнув, не вдохнем. И чем больше отдаем, тем больше берем. Успокоились. Стоим на земле, макушечка в небе. Расслабили тело и начинаем. Двигаемся плавно, ощущаем этот поток энергии, чтобы не нарушить его тонкие движения, которые пронизывают и питают тело. Оставляем руки, расширяем грудку, расправляем, чтобы в сердце к легким шла энергия. Я стараюсь сделать небольшое количество, можете увеличить 3, 5, 7 раз. Боевое движение, но в очень мягком стиле. А сейчас мы черпаем свежую энергию, подносим его к лицу, проливаем лицо и мысленно представляем, что энергия потекла по передней поверхности тела вниз. Это важно, это обязательно. Теплые стенки гладим, чтобы мы не перегрузили голову.
Какая энергия? Конечно, сейчас у нас весенняя. Она зеленого цвета. Но вы можете представить любую энергию места, энергию того сезона, который за окном, любую. Собирайте ту энергию, которую вам хочется. Луны, Солнца, Венеры. Проливание энергии в лицо разглаживает морщинки, потекла вниз, и включается расцветающий круг энергии, на котором расцветают ваши силы, настроение, здоровье. Расцветающий круг энергии очень важен. Теплые стенки. Параллельно полу головой не наклоняемся вниз. Последний раз мы делаем. Скручиваем спинку и снова собираем энергию в ладони. Ощутили энергию, берем. Тянемся к небу и к земле. Берем локоточки, чуть-чуть сгибаем. Теплую стенку, когда опускаем руки, поглаживаем. А теперь укрепляем низ, укрепив вверх. И в коленочку энергию в ноги направляем. Берем, отдаем. Берем, отдаем. А сейчас мы укрепим силы и чашу энергию на себя выльем. У центра силы ладошечки прикладываем, сзади на пояснице потянули пружинку, сжали, положили, потянули, сжали. И наполняем чашу той энергией, с которой занимаемся, зеленым цветом. Вот она наполнилась. И мы выливаем эту чашу, невидимую чашу энергии на себя с небольшим наклоном до ноготков. Омываем тело, приложили ладонь, потянули. Восстанавливаются силы, укрепляется поясница, низ живота, ноги. Омываем себя. Это очень богатое упражнение, движение. Разравниваем все потоки энергии, омываем себя новой. И вот это очень богатое движение, оно часто присутствует в цигун тайчи танцах. А теперь энергию неба и земли. Потянули и зачерпнули энергию земли, такой восьмеркой энергию неба.
И укрепляем энергию огня и воды. Огонь — это центр груди, душевные силы. Энергия воды — это будет не животик, и мы его вот так укрепим с вами. Опустим руки, большую чашу внизу нарисуем, чтобы она не закрылась, и всю энергию туда отправим на хранение. Можно сделать 2 раза, будет достаточно. Это будет и завершающим движением. Этот удивительный танец мы снимали в художественном фильме, в одном из эпизодов. Я надеюсь, что у всех хорошее настроение, все набрались сил, все справимся с трудностями, здоровья, сил, хорошего настроения. До встречи!